Всем привет! Вы на канале Пшеничный Рост, с вами Димон, а Илон Маск в это время решил уничтожить Xiaomi, Samsung и даже iPhone своим Теслафоном. Это будет самый навороченный смартфон, функции которого переплюнут все нынешние модели как минимум на 10 лет вперед. Итак, давай посмотрим, на что способен Теслафон и как он собирается уничтожать мобильный рынок и унижать iPhone. Обязательно смотри это видео до конца и подпишись, если еще не сделал этого. Погнали! Слухи о телефоне Tesla впервые появились еще несколько лет назад. Самая дорогостоящая автомобильная компания, если что, все же собирается выйти на рынок мобильных телефонов. Смартфон от Tesla создается с использованием уникальных технологий. Например, задняя панель имеет специальное покрытие, которое сможет менять цвет. Такое решение позволит ее владельцам не заморачиваться при покупке над его выбором. Цвет можно будет изменять в зависимости от настроения или даже температуры. Правда, как будет выполнена эта технология, никто еще не говорит. И для меня это тоже загадка. Но хамелеоны же из чего-то выполнены. Что касаемо задней крышки смартфона, есть еще один менее популярный слух. Возможно, задняя панель будет просто работать как солнечная батарея, и смартфон можно будет зарядить даже на подоконнике. Правда, я за первый вариант, тем более, что в наших странах солнечные дни бывают не так уж и часто, а оставаться без смартфона из-за облаков совсем не хочется. В общем, дизайн обещает быть горячим. Про невероятный функционал я расскажу в конце видео. А что же касаемо камер, Tesla тоже сможет удивить. Правда, чтобы смартфону переплюнуть все лучшие камерафоны, Маску нужно постараться. Фронтальная камера будет располагаться под поверхностью экрана. И это неудивительно. Если такая технология уже давно применяется, осталось только довести ее до ума, и с этим Илон, мне кажется, справится. Такое решение все же лучше, чем челки на айфонах, от которых они так и не могут избавиться. А в основной камере будет 4 датчика изображения. Ну и на вид камера все такая же стандартная квадратная площадка. Только располагаться она будет по центру экрана. А самое интересное, что Tesla хотят сделать и эти камеры невидимыми, как и фронтальную. Правда, сам квадрат будет виден, а вот объективы нет. А сделать это пытаются благодаря электрохромному стеклу, которыми прикроют заднюю панель. Такое стекло, кстати, уже давным-давно используется в автомобилях, самолетах и даже на окнах офисных сооружений. Если стекло закрыто, камера не видна. Если нужно сделать снимок, открываете тонировку и снимайте на здоровье. Такое решение уже использовали OnePlus в 2020 году. На выставке в Вегасе OnePlus Conceptuar продемонстрировали данную технологию стекло, которое способно затемняться. Технология, увы, не прижилась. И в первую очередь из-за своей дороговизны. Возможно, Илон и сможет это поправить. Ниже будет располагаться фирменный логотип Tesla, но по большому счету это все мелочи. Сейчас я расскажу про главные особенности смартфона, которые реально поражают. И да, не забудьте про подписку и лайк. Это ваш вклад в развитие технологий. Примечательно, что источник называет смартфон Tesla Model Phone. Якобы таким образом Tesla собирается придерживаться схемы наименования своих продуктов. Model S, Model X, Model 3. Что же касаемо основных характеристик, звучат они вроде бы просто и неудивительно. По слухам, телефон будет оборудован 4К экраном с частотой обновления 144 Гц, 108 мегапиксельной камерой, которая сможет писать видео в 8К 60 кадров в секунду, однокристальной системой Snapdragon 898, которую сейчас называют 8 Gen 1, и 2 терабайтами флеш-памяти. Также сообщается, что производительности в играх будет достаточно. И это неудивительно, учитывая, что даже на автомобилях Tesla уже легко можно поиграть даже в Киберпанк. Но главный интерес вызывает дополнительный чип с нейронным модулем для обеспечения работы технологии Neuralink. О таком раньше даже мечтать было трудно. Технология анализирует поведение пользователя, историю браузера, просмотренные профили в социальных сетях и подобное, чтобы предугадать его желания и предсказать, куда он захочет поехать на своем Tesla и заранее вбить в ее навигатор координаты. Кроме того, смартфон сможет помочь пользователям, получившим травмы головного мозга. Также благодаря технологии Neuralink и интерфейсу мозг-компьютер, смартфон сможет заменить некоторые функции головного мозга. Наконец, телефон можно будет использовать для майнинга криптовалюты Marscoin. Теперь можно будет купить смартфон, майнить крипту и его же окупить. Так получается. И в целом, управлять смартфоном, по идее, можно будет не только пальцами, но еще и силой мысли. И это совсем не выдумка, а технология, которая уже разрабатывается и даже испытывается на животных. Причем вполне удачно. С такой штуковиной iPhone
точно ничего сопоставить не сможет. И это еще не все. Говоря о функциональности, главной особенностью смартфона стала поддержка зарядки по воздуху. В Tesla Phone используется технология, подобная той, которую Xiaomi представила в начале 2021 года. Она способна заряжать смартфон удаленно на расстоянии до 3 метров на мощности 5 Вт. Также сообщается, что такая зарядка будет встроена во все будущие автомобили Tesla. Пользователю даже не придется доставать смартфон из кармана, чтобы его подзарядить. И это вполне удобно. Сидишь себе дома, смартфон в кармане и всегда заряжается. Кайф же! Также ожидается, что смартфон Tesla сможет подключаться к высокоскоростному спутниковому интернету Starlink от SpaceX, а скорость загрузки данных будет достигать 210 мегабит в секунду. Starlink — это интернет, который охватывает всю планету благодаря спутникам вокруг нее. Что примечательно, технология уже тестируется, и Маск успел запустить в космос сеть, которая насчитывает более чем 1600 спутников. Также Илон Маск обещает, что в будущем, когда люди колонизируют Марс, смартфон будет подгружать фотографии с Красной планеты и ставить лучшие из них в качестве заставки на главный экран. Поговаривают, что Tesla Phone оценили в $1300, и пока эта цена кажется нереальной с таким-то функционалом. Но хотелось бы верить. Что касаемо даты выхода, поговаривают, что в середине 2022 года уже можно будет сделать предзаказ. Видимо, в перерывах между разработкой автопилота для автомобилей Tesla и запуском ракет SpaceX команде Илона Маска предстоит еще доработать программное обеспечение. Очевидно, что если Илон Маск выйдет на рынок смартфонов, это может привести к существенным изменениям этой индустрии. До этого момента у Илона получалось все, за что он и брался. А самые свежие новости из мира технологий и гаджетов в этом видео.